Всем привет! Начинаю работу по моделированию и пошиву платья-рубашки. Это платье будет не совсем обычное. Я смешала крой нескольких видов изделий. Платье, рубашка, жакет. Думаю, что работа будет очень интересной, но я сама такое изделие буду мастерить впервые. Практически вся работа – это импровизация. Что-то додумываю на ходу. Уверена, что ошибок, исправлений и неточностей мне не избежать. Но обо всех изменениях и возможных ошибках обязательно буду проговаривать, буду находить пути решения по ходу работы. Я нарочно решила записать именно такие ролики, чтобы вы видели, чтобы вы были в курсе, как вообще люди учатся, в том числе и на своих ошибках. Всем нам удачи! Всем привет! Сегодня я начинаю работу по пошиву платья-рубашки. Конечно, эта рубашка будет отличаться от той, которую мы шили с вами ранее. Отличаться будет и работой, и моделированием. И для того, чтобы мне моделировать базовую основу, мне нужно, конечно же, ее скопировать. Обратите внимание, я скопировала все выточки, линию талии обязательно, линию бедер. У меня бумага не слишком широкая, поэтому от линии бедер вниз у меня всего 1 сантиметр. Но мы ее будем продлевать и к низу будем решать. Либо мы ее будем делать трапецию, то есть делать расширение, либо она у нас будет прямая. То есть все это будем решать впоследствии, то есть при моделировании. И что касается рукава, я скопировала узкий рукав с выточкой и поставила метку, где у меня линия локтя и меточку застежки, то есть у нас будет застежка. Застежка будет совершенно другая, не такая, как мы делали при работе с предыдущей рубашкой. Итак, начинаем моделировать. Пока рукавчик убираю, начинаю со спинки. И, как обычно, у меня копированная выкройка красным маркером, моделировать я буду черным, ну, чтобы было некоторые различия. Итак, что касается горловины. Ну, то есть начинаем с горловины. И горловину я все-таки, наверное, углублю буквально на 0,5. Не буду сильно ее расширять. На 0,5 и углубляю и расширяю вот так полностью линию горловины. Прорисовываю на 0,5. Выточку плечевую я хочу оставить, поэтому здесь я ничего не трогаю. Что я хочу еще сделать, это немножечко продлить линию плеча. То есть я ее продлеваю буквально на 0,5. Не хочу сильно продлевать. На 0,5, ну или на 0,7. Далее, немножечко также на 0,5 или на 0,7 опускаю линии бока от проймы и прорисовываю линию проймы новую. То есть вот так я прорисовываю до закругления. И здесь от закругления веду линию вот сюда, к этой меточке. То есть чуть-чуть совсем я изменила линию проймы. Далее я хочу сделать эту рубашку немного свободнее, чем базовая основа. К базовой основе мы с вами прибавляли 6 сантиметров на свободу. Линию проймы вот так от боковой линии я продлеваю еще на 0,5. То есть если я на 0,5 продлеваю линию боковую с одной стороны, у меня получается 1 сантиметр будет на спинке, 1 сантиметр на полочке. То есть плюс еще 2 сантиметра. Это нормально для свободы. То есть дополнение для свободы 2 сантиметра. Если вы хотите, вы можете делать больше. То есть учтите, если здесь вы продлеваете на 0,7 сантиметров, то получается 1,5 с каждой стороны. А если полочку и спинку прибавить, то получится еще плюс 3 сантиметра. То есть к общему обхвату получается плюс 6 по базовой выкройке, получается 9 сантиметров свободы. То есть это уже зависит от того, что вы хотите. Далее я хочу сделать более плавную линию бока, поэтому я сейчас вот эту вот меточку, так, здесь я тоже прибавляю 0,7 по низу, по бедрам. И вот эту меточку я соединяю вот с этой меточкой прямой линией, пока пунктирной. Так, линию талии продлеваю до этой пунктирной линии.
Теперь, конечно, у нас у всех вот эта разница разная, да, то есть если, допустим, я скажу, что от этой линии отложите 2 сантиметра сюда, у кого-то это будет предел, у кого-то это больше будет, чем фактическое заужение талии, да. Поэтому я сейчас вот так измеряю эту линию. У меня получается ровно 5 сантиметров и делю ее пополам, то есть 2,5 сантиметра. Соединяю эту точку вот с этой точкой и вниз с линией бедер с новой меткой. То есть получается вот эта линия у меня будет уже окончательная. Ее нужно немножечко более пожирнее прорисовать, чтобы она была у нас такая заметная. Так. Что касается выточек, выточки я игнорирую. Здесь я хочу сделать складочку. Возможно, это будет открытая складка, то есть я подумаю еще. Я делаю среднюю линию выточки, ну так, на всякий случай. И эта средняя линия выточки мне поможет определиться со складкой, то есть место складки. Далее, конечно, вот эту выточку я тоже игнорирую. Здесь у меня будет сгиб, я не буду здесь ничего изменять. То есть середина спинки это будет у меня просто сгиб. Со спинкой все готово, можно переходить к полочке. Ну и, конечно, здесь поговорим о полузаносе, но это чуть попозже. Значит, для начала, так, для удобства я, наверное, переверну вот так. Надеюсь, что вам будет тоже все видно и удобно. Для начала также я убираю от горловины 0,5 полностью по всей горловине. Так захотелось мне. Ну и сразу продлеваю по прямой горловину сюда, по прямой. Кстати, здесь не обязательно делать прямую линию, можно ее немножечко вот так приподнять, но я решила сделать прямую. Далее, мы с вами здесь добавляли по плечевой линии 0,5 я добавляю, сюда опускали 0,5 также я опускаю, и сюда я добавляю 0,5. То есть вот здесь линию проймы опускаю на 0,5 и продлеваю пройму тоже на 0,5 и прорисовываю новую линию проймы. Так, до этого места я продляю 0,5, здесь я тоже продляю 0,5, здесь тоже на 0,5 и соединяю пунктирной линией эти точки. Продлеваю линию талии до пунктирной линии. И точно так же у меня здесь 5 сантиметров, делю пополам 2,5 и прорисовываю новую линию бока. Так, что я хочу сделать еще? Я хочу выточку нагрудную перевести в выточку талиевую, и здесь у меня будет карман. Так, это, кстати, очень интересный вариант. Так, я сейчас уже полностью тогда вырежу спинку, чтобы она мне не мешала, не отвлекала, и будем уже работать с полочкой. Продолжим работать с полочкой. Кстати, что касается выточек. Возможно, я выточку оставлю на месте. Возможно, я ее полностью проигнорирую, не буду делать никаких складок. То есть я еще, как говорится, в процессе мышления. То есть у меня полная импровизация. Мне дали такую возможность. Поэтому пока я насчет выточек не уверена. И насчет складок. Ну, поэтому, конечно, мы ее здесь оставили, саму выточку. И будем уже решать это в процессе работы. Возможно, это у нас, когда мы с вами выкроем уже полочку, спинку, сметаем между собой, примерим на модельку и уже там решим. Возможно, просто модель будет носить это платье под поясочек. Почему бы и нет?
Итак, что касается полочки, я сейчас вырезаю по боковой линии, вырезаю пройму, плечевую линию, горловину и продолжу с выточками. Разрезаю выточку нагрудную, разрезаю полностью, хотя можно по одной стороне. Далее я делаю подрез вот здесь по линии талии, прорезаю выточку насквозь и разрезаю выточку, вырезаю выточку талиевую. Я уже не раз показывала, для того, чтобы склеить выточку, у меня вот такая вот бобина, она у меня уже заканчивается, но у меня есть еще запас. Очень удобная штука, ее практически, ну, резать, конечно, надо, но удобно резать. Вот так даже пополам разрезали, и у нас уже такая штучка клейкая. Итак, мы сейчас с вами склеиваем, то есть совмещаем вот так выточку нагрудную. Заклеиваем. У нас раскрылась выточка вот здесь талиевая. Вот эту сторону выточки мы тоже убираем. Кстати, у кого-то вот эта выточка раскрылась еще больше, у кого-то чуть меньше. Это нормально. Кстати, если мы не будем сшивать выточки по спинке, тогда мы не будем сшивать выточки по полочке. Тогда я беру вот эту выточку, которую только что отрезала отсюда, и переношу ее вот сюда. То есть вот здесь у меня будет подрез, здесь, возможно, будет карман, то есть я еще подумаю. Просто сейчас переношу выточку сюда и склеиваю вот таким образом. Вот так. Вот что у нас получилось. Так, вот здесь я лишнее срезаю, чтобы мне ничего не мешало. Так, теперь я смотрю, что у меня получилось с полузаносом. Здесь у меня 5, 4,5, 4,5, вот 4,5 я так и оставлю. Так, 4,5. Здесь на нет. Итак, значит, полузанос я оставляю шириной 4,5 сантиметра, не буду ничего менять. Конечно же, здесь будет еще прибавка. Ну и нам останется только удлинить нашу выкройку, насколько мы хотим. Ну и, конечно же, остается сейчас моделирование рукава и построение воротничка. И прежде чем нам с вами приступить к моделированию рукава, нам необходимо измерить новую нашу пройму. Измеряю я вот таким образом от верхнего среза вниз. Сантиметровая лента на ребре, 20 сантиметров по спинке. Продолжаю вот так, 20 сантиметров прикладываю к полочке и продолжаю. И у меня получается ровно 40 сантиметров. Убираю, запомнили 40 сантиметров. Для начала нам нужно будет измерить окат рукава. — 44 сантиметра. То есть по ширине я ничего добавлять не буду. 4 сантиметра на припосадку — это нормально, я их и оставлю 4 сантиметра. Если у вас разница более
4 сантиметров можно, конечно, сделать следующее. Можно убрать от высоты рукавчика 1-1,5 сантиметра. Допустим, уберете вы вот так 1 сантиметр, сделаете вот так новую линию, ну вот так от закругления. Ее еще раз измеряете. У меня получается уже 42,5 сантиметра. То есть вот таким образом вы корректируете высоту оката рукава. Но если вы убираете 1 сантиметр от оката рукава, то есть тем самым вы забираете длину рукава, значит вам необходимо вот здесь добавить этот 1 сантиметр. Если убираете 1,5, то значит добавляете 1,5, ну и так далее. То есть длину рукава мы ни в коем случае не должны уменьшать или завышать. Итак, что еще я хотела? Значит, если я оставляю эту линию оката рукава, я сейчас ее прорисовываю черным маркером для себя, что я ее оставляю все-таки. Так. Кстати, не сказала, если у вас наоборот получилось, окат рукава меньше, чем пройма, тогда вам, конечно же, нужно будет приподнять головку рукава на 1-1,5 сантиметра. И если вы приподнимаете головку рукава, тогда, конечно же, приподнимаете и линию низа. То есть все должно быть соответственно. Итак, значит, я оставляю линию застежки. Так, маркер сейчас красный уберу. Линию застежки я оставляю на месте. Прорисовываю ее так. Что касается выточки. Я хочу выточку перенести в линию застежки. То есть мне нужно что сделать сейчас? Разрезать выточку. И разрезать по линии застежки. И соединить, то есть закрыть выточку вот таким образом. Сейчас вот так мы с вами закрываем нашу выточку. Перенесли. Меточки у нас остались и на этой, и на той стороне, где у нас будет застежка. Так. Теперь давайте подумаем. Если у нас по низу рукава будет манжет на рубашке, конечно же, это естественно, тогда нам нужно убрать от длины ширину манжета, но с учетом припуска на свободу. Я имею в виду вот здесь на свободу по длине. Она у нас не должна быть вот так впритык, в натяжку на руке сидеть, правильно? Рукав. Поэтому, смотрите, допустим, у нас будет ширина, высота манжета, допустим, 5 сантиметров. Я от этих 5 сантиметров отнимаю 2 на свободу, можно 2,5. Тогда получается от 5 отнять 2,5, получается 2,5 сантиметра. Мы вот так с вами убираем от полностью всей длины рукава. И вот как он у нас идет, вот эта вот линия неровная, также мы ее и убираем. То есть так вот мы ее и отмечаем. Ставим метки, но здесь она у меня ровная идет, поэтому вот здесь я ее соединяю вот так, эту линию, здесь вот так и здесь вот так. Вот такой у нас кривой рукавчик. Но теперь у нас застежка получилась меньше. То есть она у меня была 10 сантиметров, сейчас она у меня стала 7,5. Я хочу ее приподнять, чтобы она у меня осталась 10 сантиметров. То есть теперь я уже от этой линии вверх откладываю 10 сантиметров, ставлю метку, это мне уже не нужна. И также от этой линии откладываю 10 сантиметров. И все, в принципе, можно вырезать.
Что касается еще ширины рукава, можно еще добавить на ширину рукава. То есть это уже ваше личное дело. Я сейчас промеряю по низу рукавчик. Так, 21, дальше от выточки в эту сторону 24 сантиметра у меня ширина рукава по низу. Обхват запястья у меня у модельки 16 сантиметров. Ну, то есть нормальная такая прибавка к обхвату запястья плюс 8 сантиметров на свободу. Это нормально. Поэтому сейчас берем ножницы для бумаги и вырезаем наш рукавчик. Ширина рукава остается у меня такой, как по выкройке. Повторяю, что это у меня выкройка рукава зауженного рукава с выточкой. Можно было, конечно, взять и обычный рукав, и просто зауженный рукав, но я решила взять именно такой рукавчик. Он будет, наверное, можно сказать, изюминкой нашего платья-рубашки. Почему бы и нет? Раз у нас есть такая выкройка, мы можем вполне ей воспользоваться. И рукавчик наш готов. Итак, у нас есть полочка, есть спинка, есть рукавчик, но не хватает нам воротничка. А воротничок мы должны с вами построить с помощью спинки и полочки. От спинки нам нужен всего лишь размер ростка. Так, вот так можно удобненько, да? У меня получилось ровно 8 сантиметров. То есть запомнили или записали эту цифру и убрали спинку и убрали рукавчик. Они нам уже не понадобятся. Так, я сейчас беру любой кусочек кальки, подкладываю вот так под горловину. Ну, таким образом, чтобы у меня еще места хватило, да? Вот так подкладываю под горловину. Так, теперь смотрите, я продляю линию плеча вот так, уже на эту кальку, немного. По этой линии откладываю 2 сантиметра. Так. Теперь стараюсь ничего не сдвинуть. Вот так прикладываю линеечку к этим 2 сантиметрам и отворачиваю. Вот так. Отворачиваю будущий подборд. Конечно, я хотела бы, чтобы этот подборд был не слишком, то есть вот этот лацкан был не слишком большой. Все-таки это не жакет, это рубашка. Небольшой вот так вот отворотик. То есть, смотрите, я прикладываю линеечку к этим 2 сантиметрам, к этой меточке. Далее у меня лацкан идет по линеечке, начинается и заканчивается. Вот здесь можно вот так сейчас согну, и можно провести линию, чтобы уже ее не потерять. Здесь у нас будет линия сгиба лацкана. Так. Возвращаю все на место. Теперь от этой линии, вот от этой точки, я обрисовываю горловину, то есть полностью копирую. Так. Далее от уголочка лацкана вверх я отложу сантиметра, наверное, 2. Так вот, да, вот он уголочек. И соединю этот уголочек вот с этим вот перекресточком, где у меня будет начинаться сгиб лацкана, да, вот так вот. Вот так. Продляю линию плеча, убираю полочку. Теперь смотрите, вот у меня идет горловина. От этого перекресточка, где у меня закончилась горловина, значит, можно, кстати, продлить линию плеча и сюда.
Но по этой линии мы с вами откладываем 1,5 сантиметра вот в эту сторону. И нам нужно вот это закругление вот сюда перенести. Далее мы с вами поднимаемся под прямым углом, то есть прямой линией, и поднимаемся на размер ростка. У меня это 8 сантиметров. Здесь под прямым углом по отношению вот к этой линии я переношу, прорисовываю центр воротничка. Теперь, что касается центра воротничка. Ну, я думаю, что сантиметров 7 для рубашечки это будет нормально. 7 сантиметров. То есть от этой линии вот сюда по средней линии отмечаю 7 сантиметров и соединяю вот с этой точкой, где у меня будет заканчиваться, то есть уголочек воротничка. Так, вот так. Но эту линию мы можем с вами немножечко смягчить. То есть она не должна быть прямой. Вот здесь я делаю немножко вот так сюда. Видите, бугорочек специально делаю такой жирненький. А эту линию немножечко вот сюда. И так, вот такая плавненькая. И вот здесь мы сразу с вами прорисуем, может быть, на ширине 1,5 сантиметра, можно 2-3 отрезочка. Хватит мне 2. Я не буду сильно расширять. Значит, сейчас вырезаю то, что у меня получилось, вырезаю свой воротничок. Ножницы для бумаги. Так, вот так вот я захотела, да, такую линию. Вот она у меня. Теперь я разрезаю по этим двум линиям от верхнего среза к горловине. Вот это у нас горловина идет. Не дорезая 1 миллиметр. Беру новый лист кальки. Прикладываю таким образом. Можно немножко прихватить, совсем чуть-чуть. Так, совсем чуть-чуть, чтобы не разъезжалось. Так, прихватили. Теперь вот эти наши отрезки мы раздвигаем, примерно на 0,3, на 0,5. Не нужно раздвигать больше. Так, раздвигаю на 0,5. Так, чтобы вам было видно. У меня уже все руки в клею. На 0,5. Вторую также раздвигаю на 0,5. И у меня получилась линия более такая мягкая. И вот здесь, видите, изгиб получился. И теперь мне нужно обвести по контуру уже новый воротничок. Обязательно ставлю метку, где у меня начинается воротничок, где у меня начинается горловина. Ставлю метку плечевой линии и убираю вот эти вот клейкие штучки. То есть полностью убираю воротничок. Прорисовываю. Так, вот эту метку переношу сюда, на внутреннюю часть воротника. Так. Линию плечевую прорисовываю полностью. И теперь вырезаю новый наш воротничок. Что касается манжет, это будет прямоугольник. Я думаю, мы с вами их немножко позже выкроем. Ну, а на сегодня, я думаю, что достаточно информации. Моделируйте свои
базовые выкройки и готовьтесь к пошиву платья-рубашки. Я на сегодня с вами прощаюсь. Всем желаю классного настроения, успехов и всем пока!